Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы поделимся с вами самой актуальной информацией на 19 декабря 2021 года. Поговорим о Дне Николая Чудотворца, поговорим о том, что в этот день нужно сделать обязательно, что нельзя делать. Проведем практику на привлечение денег, изобилия и богатства в вашу жизнь. А также уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, народный календарь на 19 декабря. 19 декабря отмечается День Николая Чудотворца, или Николин день, или Никола зимний. И он завершает у нас трехдневное народное празднование, в которое входили такие даты, как 17 декабря, это День Варвары, и 18 декабря, День Саввы. А 19 декабря вспоминают святого Николая Чудотворца, покровителя моряков, путешественников, купцов, детей и всех слабых и обиженных, и заключенных и сирот, которые помогают деткам, беднякам, путешествующим и странникам. 19 декабря, в день праздника Николы Зимнего, или в народе называли Николая Морозника, во всех церквях проходят богослужения. Все верующие начинают утро с 3 глотков святой воды и просфиры. Обед тоже в этот день скромный, так как праздник приходится на рождественский пост. А в ночь с 18 на 19 декабря, как правило, родители кладут под подушку своим деткам подарки, игрушки или сладости. Ну а провинившимся еще и добавляют хворостинку. Якобы Николай все видит и намекает, что за шалости и непослушание можно и получить по попе. Женщины пекут николайчики. Знаете, такое печенье, а также готовят картофельные, грибные, капустные пироги с варениками, постные борщи и, конечно же, достают соленья. Молодежь после полудня собиралась на площади и устраивала гуляния с обрядовыми песнями и хороводами, а также катание на санях. Затем ходили по домам, пели хозяину песни, желали всем здоровья и богатого урожая. За это им давали деньги и сладости. Каждый должен сделать в день Святого Николая хотя бы одно доброе дело. Например, раздать милостыню, покормить нуждающихся, обогреть нищего или одарить подарками многодетные семьи. С этого дня вовсю идет подготовка к празднованию Нового года и Рождества. Наводят порядки в домах, делают запасы еды, выбирают подарки для родных, друзей, знакомых и, конечно же, проводят определенные ритуалы, обряды, практики, обращаясь с просьбами к Николаю Чудотворцу. А вот люди, рожденные 19 декабря, это люди, которые отличаются самодостаточностью, умеют отстаивать свое мнение и идти по жизни смело. Их не пугают трудности и неудачи. А в качестве талисмана им подходят родонит и лазурит. Конечно же, 19 декабря наши предки соблюдали еще и определенные запреты для того, чтобы не пришла беда их в дом. Поэтому 19 декабря, когда праздновали День Николая Чудотворца, а в народе это был День Николы, в силу вступали определенные народные приметы, которые нам напоминали о том, что же нельзя делать в этот день. Поэтому 19 декабря не совершайте какие-либо недобрые поступки, не осуждайте кого-либо и не ссорьтесь, не ругайтесь, не вступайте в конфликты. Николу Зимнего принято было встречать всегда весело, радостно, готовясь к предстоящим новогодним праздникам.
Вечером нужно было собраться большой и дружной компанией, чтобы обсудить место, меню, развлечения и количество празднующих предстоящие новогодние и рождественские дни, а также распределить обязанности. Желательно, конечно, это было все сделать за ужином, не забывая о запретах в еде во время поста. Приметы не рекомендуют 19 декабря проводить гадания на будущее и на желания. Считалось, что такие предсказания будут неверными. В день Николая Чудотворца рекомендуется девушкам погадать на суженого и на любовь. Знающие люди говорят, что в этот день эти пророчества никогда не обманывают. Нельзя было 19 декабря тяжело работать, убирать в доме и рукодельничать. Можно было только готовить еду, делать заготовки к празднику, ухаживать за домашними животными. Тот, кто нарушит этот запрет, может столкнуться с большими денежными неприятностями и финансовыми трудностями. Не стоит молодежи в день Николая Чудотворца проводить вечер в одиночестве, иначе их будут ждать проблемы при устройстве личной жизни. 19 декабря лучше собраться, повеселиться, так как считалось, что чем веселее пройдет Никола Зимний, тем радостнее будет Рождество. Не следует и гостям 19 декабря приходить в дом с пустыми руками, особенно если в нем есть дети. Им нужно подарить много сладостей, игрушек, книг, чтобы они весь год были веселые и счастливые. Но главное условие – дарить любые подарки нужно от души. Искренняя щедрость и бескорыстие будут отмечены Святым Николаем. Он подарит такому человеку много приятных сюрпризов. Нельзя было и в день Николая Чудотворца ходить в должниках. 19 декабря нужно обязательно отдать все взятое. Тогда по народным приметам в будущем все материальные проблемы пройдут стороной. А тот, кто не прислушается к народной примете и нарушит такой запрет, целый год проведет в нищете. И вы знаете, на Руси всегда верили, что Святой Николай Чудотворец дарует всем людям богатство и изобилие. Причем Николай Чудотворец помогает не только тем, кто его просит, а сам обходит все дома и дает нуждающимся то, чего действительно не хватает. Именно этим и пользовались люди, проводя обряды на богатство в день Святого Николая. Например, чаще всего клали на видное место пустые кошельки, чтобы Святой Николай увидел, что у человека совсем нет денег. По этой же причине открывали дверцы пустых шкафов. Некоторые даже вешали в доме табличку со словами «ничего нет», чтобы каким-то образом донести до святого свою нужду. Ну, а вы в этот день, 19 декабря, можете провести простую практику, которая поможет вам открыть потоки денежной энергии. Для этого возьмите свой кошелек и в обязательном порядке, чтобы он был пустой. То есть все мы выкладываем из кошелька, включая мелочь, какие-то карточки, деньги. Не забудьте открыть двери всех шкафов. И желательно, чтобы были и пустые шкафы. И после этого скажите следующие слова. Святой Николай, ты помощник во всех делах. Помоги мне, называйте ваше имя, наполнить все карманы деньгами. Приумножь мои материальные и нематериальные блага. Дай мне и моей семье достатка и благополучия. Истина, да будет так. Также в этот день вы можете дать несколько бумажных купюр нищим, которые сидят у церкви. Также вы можете сделать и подарок своим близким людям, кого вы любите, кого вы знаете, что им этот подарок будет достаточно приятным. Хотя подарки могут быть и нематериальными. Ну, например, сделать какое-то доброе дело, кому-то улыбнуться, кому-то дать совет. Помните, благотворительность не всегда проявляется в формате именно денег, каких-то материальных благ. Иногда доброе слово или сказанные слова могут дать больше, чем деньги или какие-либо важные подарки, как казалось бы, для жизни человека. Далее, друзья, у нас с вами и лунный календарь на 19 декабря 2021 года.
Сегодня, друзья, у нас с вами 15 и 16 лунный день. Полнолуние, друзья, полнолуние в знаке зодиака Близнецы будет в 7 часов 38 минут по московскому времени. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день это достаточно мощный день, когда мы с вами можем воспользоваться энергетикой этого дня. Но вы должны знать, что именно в полнолуние это и день искушений, обмана, иллюзий. Потому что многих людей вот эта энергия, она прямо захлестнет. Человек будет чувствовать обострение всех чувств и процессов, происходящих в нем. Причем проявлять себя с особой силой будут не только отрицательные качества, как мы думаем, но и в то же время положительные. Так что только от вас будет зависеть, какой энергии вы дадите выход в этот день. Интуиция достигнет своего апогея, и все предчувствия этого дня имеют свойство сбываться в самом скором времени. Нельзя допускать, чтобы сегодня разум 19 декабря был в подчинении у эмоций, а иначе день чреват очень плохими событиями. Поэтому контролируйте каждое свое чувство, которое вы проявляете на людях, и не давайте отрицательным эмоциям захлестнуть вас. И обязательно сегодня работайте над своим сознанием. Не нужно допускать черных, плохих мыслей, гоните прочь пессимизм и уныние. И никому сегодня ни в коем случае не желайте зла. Помните, что все плохое бумерангом вернется к вам же. И обращаем ваше внимание, что это день борьбы между тьмой. Что это значит? Между самоуверенностью, нетерпимостью, гордыней, вспыльчивостью и светом, любовью, терпением, смирением. А ареной для борьбы будет ваше сердце. Сложность этого дня будет еще в том, что вы сами решите, каким станет этот день в вашей жизни, темным или светлым. А такие вопросы никогда не решаются легко. Ведь недаром символом этого дня является змея, ядовитая и мудрая одновременно. Она гармонично сочетает в себе смерть и жизнь, зло и добро, тьму и свет. Причем, обращаем ваше внимание, помимо всего этого, змея очень хитрое животное, поэтому не старайтесь соревноваться с ней. Вы знаете, влияние этого лунного дня будет на людей в основном действовать положительно. Этот день Луна в знаке зодиака Близнецы будет оказывать помощь в поисках друзей, позволять получить положительную оценку окружающих, способствовать принятию определенного места в коллективе, адекватно реагировать на все, что связано с духовным ростом, свободой, объединением людей, имеющих общие взгляды на жизнь. Время, когда Луна в этом знаке зодиака, будет удобно для того, чтобы получать и обмениваться информацией, а также совершать короткие поездки. Обычно в этот промежуток времени происходит рассредоточение внимания сразу на несколько дел одновременно. Будет возникать желание сразу взяться за все и вся. Опоздание, нарушение связи и графика движения транспорта, а также перебои в электроснабжении, увеличение числа краж – все это относится к влиянию Луны в знаке зодиака Близнецы. С другой стороны, это будет способствовать развитию контактов между людьми, делать их подвижными и свободными. Увеличиваются возможности в получении и передаче информации, обмене мыслями, идеями. Люди желают быть в курсе всех событий, которые происходят вокруг. Хотят знать о жизни и занятиях других, повысить настроение можно дружескими посиделками или, как вариант, болтовней. Усмирить свои эмоции в обязательном порядке и успокойтесь, соберитесь с духом, укротите страсти и желания, начните укреплять самодисциплину. Очень хорошо в это время защищать других, восстанавливать справедливость, быть борцом за счастье. Что касательно стрижки, то сегодня вас намеренно будут уговаривать изменить внешность, но будьте бдительны. Постарайтесь с самого утра выглядеть хорошо. Это задаст более позитивный тон всему дню. Волосы соберите в косу, в пучок или вовсе оставьте распущенными. Никакие косметические процедуры или стрижки вас сегодня не порадуют. Химическая завивка или ламинирование станут причиной мигрений. Что же касательно окраски волос, то если все равно очень вам хочется перемен, окрашивайте волосы в темный цвет. Тогда неудачи от вас отступят.
Обязательно сделайте гладкую прическу и волосы выпрямите утюжком. Все это привлечет к вам позитивную энергию и поможет сбыться заветным желаниям. Космическая энергия подарит вам активность, и любые слова будут легко притворяться в дела. Сегодня нельзя поддаваться азарту, позвольте себе игры только в тотализаторе. Также обращаем ваше внимание, не играйте в казино, в карты и тому подобные развлечения. Ни к чему хорошему это не приведет.